Здорово, меня зовут Владимир Блохин, я основатель рекламно-консалтингового агентства Enilix. Здесь мы говорим про маркетплейсы, и сейчас интересный новый формат, обсуждаем новости, анализируем максимально субъективно и коротко, поэтому вы, наверное, сюда и зашли под этот красивый превьюшку. И поехали, давайте пообсуждаем то, что у нас прошло за последнюю неделю, а именно начало сентября. Вперед! Первая новость. Прекрасная, отличная, замечательная. Я думаю, самая лучше всех. Это очень спорные площадки, такие как Купивип и Мамси, закрылись. Упш. Фанфары, 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 фанфары. О чем говорит? Интернет-магазины одежды Купивип и Мамси объявили о своем закрытии. Следует из информации на сайте компании. А если вы перейдете на эти сайты сейчас, Купивип или Мамси, увидите вот такую вот закрывашечку, где будет написано «Спасибо большое, до свидулики». Мамси выручка составила 71 миллион рублей, убыток 167 миллионов рублей. Из очень интересной новости в том, что, в принципе, это закрытие можно было предугадать, потому что в июле Яндекс заявил, что отказался от покупки Купивип после проверки его активов. Пам-пам-пам. Имели опыт обращения к нам. Клиенты рассказывали, что вообще Мамси, Купивип отличнейшие потенциальные маркетплейсы. Ваш Валберес и Озон даже рядом не стояли. Как прекрасно Мамси в складчину все покупают. Прекрасно, замечательно. Но, как мы видим, данный вопрос закрылся, и количество площадок, где можно публиковать свои товары, становится с каждым днем меньше. Печально. А может и нет. AliExpress Россия открывает собственный fulfillment в центре Подмосковья. Ну, собственно, AliExpress войну скорости доставки уже проиграл года как два. И все-таки решил в 2021 году понять, что Wildberries и Озон покупают не потому, что там удобно, а потому, что там быстрее, чем на AliExpress. Как это было сложно догадаться, я думаю, целые аналитические компании были наняты на это, чтобы узнать. Потому что людям не нравится ждать 3 недели, 4 месяца, либо там даже 2 недели, когда товар может прийти завтра, либо день в день, как это сделано на других наших площадках. Как говорит AliExpress, что до конца года компания запустит еще несколько fulfillment центров в нескольких регионах России с общей площадью не менее 20 тысяч квадратных метров. AliExpress, как крупный игрок, я думаю, у нас с рынка уходить не собирается. Было бы очень здорово, чтобы это был... естественно, AliExpress говорит про то, что эти fulfillment центры в первую очередь для местных продавцов. Но было бы здорово, если все-таки иностранные продавцы тоже опубликовали здесь свои товары, потому что почему-то наши местные производители очень жадные. Так что, надеюсь, AliExpress будет расти. Давайте дальше. Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка. Я думаю, эта новость не совсем новенькая. Я думаю, про это многие, кто читали и месяц назад, и смотрели. Потому что практически 19 миллиардов рублей – это общие убытки у Сбербанка, у всей системы, всей этой экосистемы составил. Из них как раз таки электронная коммерция у нас составила 12,2 миллиарда рублей. В первую очередь это Сбермаркет, Самокат, Сбермегамаркет. К чему это сейчас, собственно, новость? А к тому, что следующая новость, что в 2023 году Сбер может провести IPO дочерних компаний. То есть, как мы видим, Сбер готовится к тому, что всю эту экосистему, которую он активно наращивает, он планирует в ближайшие пару лет нарастить, мощно так нарастить, и, собственно, в дальнейшем выйти на IPO с этими дочерними компаниями. Это очень хороший знак, несмотря на убытки, что, в принципе, было логично, потому что Сбермегамаркет, наш бывший ГУЦ, был куплен относительно недавно, и, соответственно, все эти проблемы, которые у него были, Сбербанку приходится подтирать, а когда он их потирает, он теряет убытки, что, собственно, логично. Поэтому ждем, я думаю, сейчас лучший момент для того, чтобы входить со своими товарами на Сбермегамаркет. Потерпите их ужасную доставку. Сбер вынужден будет, исходя из своих планов, вкидывать дополнительные деньги на рекламу. Посмотрите, банально поспрашивайте свои товары в выдаче, посмотрите, что все, то есть фактически весь Яндекс.Директ, вся выдача у нас принадлежит Яндексу и Сбермегамаркету. Озон, Wildberries не рекламируется от слова совсем. Так что я думаю, за счет денег это попробую заткнуть, и это будет более перспективная площадка, чем она была еще полгода назад. Wildberries запустил экспресс-доставку в Санкт-Петербурге. Новость новенькая, интересная и перспективная. Эта новость была у нас такая к 1 сентябрю, доставки букетов цветов и прочие подарочные и прочие истории. Доставка осуществляется самостоятельно продавцами.
Кто не знает, как работает схема Wildberries Express. Это схема продажи со своего склада. Вы выбираете две схемы, две основные схемы экспресс-доставки. Город и либо с 9 до 18, либо круглосуточно 24/7. Обе схемы предусматривают вас без выходных. Ну, соответственно, только либо рабочий день, либо у нас круглосуточная история. Если вы заточены, если у вас есть, собственно, какая-то логистика, и да еще и круглосуточные курьеры, вы можете очень хорошо выстрелить не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Потому что, если вы посмотрите, в Москве какая-то беда тоже происходит с продавцами. Кто-то зашел, постеснялся, вышел. То есть нужно определенное время, опять-таки, по нашим оценкам, нужно время, постойте месяц, два, три ФБС. Да, вы потратитесь, да, не факт, что это будет прибыльно, но вот попробуйте приучить потребителя к вашему товару. Это может быть очень важно, поэтому экспресс-доставка, вообще любой экспресс – это будущее. На Озон мы не можем зайти в экспресс, там все очень сложно, Wildberries позволяет, я думаю, этим надо пользоваться, пока все туда не залетели. Как-то так. А теперь у нас блок новостей, связанных непосредственно напрямую с торговлей на маркетплейсах и площадкой. Первая прекраснейшая новость, я как считаю, то, что возврат товара появился у Wildberries наконец-таки. То есть, если вы читали последнюю новость о том, что на портале появилась возможность оформить возврат, самое прекрасное, что она находится в другом разделе. То есть, это не тот, который не работал, вы делаете возврат, склады и ничего не работает. Появилась дополнительная кнопочка «Возврат товара» в пункты выдачи заказов. Есть небольшие лимиты, не более 1000 заказов, 1000 единиц товара в месяц и не более 50 единиц за раз. В целом, если у вас товар встал колом и вам некуда, то есть вы хотите его вывести, это прекрасная альтернатива этим ужасным выкупам, который приходилось делать самому себе и потом расстраиваться из-за того, что товар потерял, переплачивать эту комиссию, потому что возврат товара не работает. Поэтому, друзья, я нас поздравляю, Wildberries наконец-то с этой штукой справился, аплодисменты. Просто, я думаю, 3 года мучений большинства продавцов, и Wildberries нас услышал и разрешил нам заплатить за то, чтобы мы забрали свой товар. Еще одна новость про Wildberries. Такая, скорее не новость, а уведомление, господа. Не забывайте, что с сегодняшнего дня, точнее не сегодняшнего, а с 4 сентября была включена акция Дни красоты. Акция абсолютно стандартная, 10% скидка, 5% компенсация, но не менее 3%. Вся эта история. Соответственно, схема Дни красоты, вот эти, одни подходят под обе схемы торговли, и по ФБС, и через те, кто работает через поставки. Поэтому не забывайте, перепроверьте, пожалуйста, свои аналитики, какая у вас должна быть цена на ваш товар. И запускайте акцию прямо сейчас. Можете просто промокод 10% применить. Если не умеете, пишите в комментариях, мы вам расскажем, как это делать. 2 накладных вместо 3, сказал Озон и сэкономил бумагу. Вообще, на самом деле, это вот 6 сентября система начнет печатать только 2 транспортные накладные. Одна из них для вашего документооборота, вторая на случай, если вы отправляете посылки в пункты приема логистической компании. Тот, кто работает по ФБС, теперь будет печатать не 3 листочка, а 2. Это великолепная новость. Сохраним нашу природу. Эта новость очень хорошо у нас соединяется с другой, которую мы даже не будем показывать, о том, что Озон позиционирует себя как эко-компания, что у них офигенная история с переработкой вот этого коробок, встреч пленки. И вообще они такие все молодцы. Я думаю, это очень хороший сигнал для всего рынка, для тех, кто торгуется на акциях, потому что Озон такая эко-френдли компания, очень хорошо позиционирует себя, прекрасная история. В целом они молодцы. Следующая скорее не новость, а наблюдение. Как-то мы упустили, все работали, упустили, но у Яндекс.Маркета появилась прекрасная система аналитики. То есть, если вы откроете продвижение и систему аналитики, исходя из того уровня, сколько вы торгуете, чем больше долю рынка вы заберете, тем более подробный анализ рынка вам будет предоставлен. Очень интересная схема. Мы сейчас прямо эту штуку прорабатываем. У кого есть какой опыт взаимодействия с этой аналитикой, поделитесь в этом в комментарии, нам очень интересно. Вообще, Яндекс.Маркет приятно радует последним изменением в интерфейсе в первую очередь, наличием тикетной истории и в принципе Яндекс.Маркет. Если бы ты так сделал 2 года назад, ты, может быть, не стал Яндекс.Маркетом, а продолжил бы быть Беру. Всем спасибо за внимание. Наш короткий дайджест закончился. Всем желаем здоровья, счастья, любви и хороших продаж. До скорой встречи.